Всем привет, друзья! Сегодня я поделюсь с вами тем рецептом, о котором меня спрашивали еще 10 лет назад. Это имбирные пряники. Когда-то я готовила пряники на заказ, да, было такое время, у меня просили рецепт, но на тот момент я не могла им поделиться, и вот сегодня это время пришло. Подробности сейчас расскажу, а вы пока не забудьте подписаться на мой канал. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также такой же список вы найдете в описании под этим Итак, в видео. кастрюлю мы насыпаем сахар и ставим ее на средний огонь. Нам нужно дать сахару расплавиться. Когда внизу вы увидите, что сахар плавится, только тогда можно потихоньку его помешивать. Нам нужно получить красивый карамельный цвет. Не пугайтесь, что есть комочки, что сахар тут неоднородный. Со временем мы все это растопим. Главное, чтобы сахар не подгорал. Нам нужно получить красивый карамельный цвет. Обязательно помешиваем, чтобы впоследствии в пряниках не было вот этого привкуса жженного сахара. Вот такая карамель должна получиться. Там есть еще небольшие кусочки, где-то даже большие, но не страшно, со временем мы все это исправим. И теперь частями мы добавляем кипяток. Будьте здесь очень осторожны, потому что вода будет сильно кипеть, булькать, и вы можете получить травму. Поэтому старайтесь аккуратно. Как вы видите, там есть сейчас крупные комочки, но мы постепенно будем от них избавляться. Частями добавляем сливочное масло и продолжаем все вымешивать. Комочки должны раствориться, и масло полностью объединиться с сахаром. Варим нашу карамель мы на среднем огне, постоянно помешивая, не забывайте. И вот такие крупные комочки должны растопиться. Если этого не произошло, то мы процеживаем в конце всю нашу карамель через сито и лишние комочки просто убираем, нам они не понадобятся. Теперь переходим к специям. Это именно то, что придает пряникам вкус. У меня здесь и душистый перец, и мускатный орех, и кардамон, и анис, и имбирь, корица. В общем, все то, что делает пряники такими вкусными. Вы можете добавить только имбирь и корицу, тоже будет вкусно, но все-таки разнообразие, вот этот букет душистый, придает пряникам вкус. Итак, к нашей карамели мы добавили соль, соду и все специи. Хорошо перемешиваем. Вот так вот пенится наша карамель. Это реагирует сода. Со временем после остывания сода осядет. Так и должно быть. Теперь нам нужно дать всей этой массе остыть. И только после этого мы добавляем яйцо. Хорошо все перемешиваем. И частями мы сейчас будем добавлять просеянную муку. Я буду замешивать все в планетарном миксере. Вы можете воспользоваться ложкой либо ручным миксером. Делайте так, как вам удобно. И на минимальной скорости я добавляю муку. При замешивании вам может показаться, что муки слишком мало, но не переусердствуйте. Лишняя мука – это просто убийство для вкусных пряников, потому как они получатся твердые и невкусные. Я добавляю еще немножко муки и перехожу на рабочую поверхность. На рабочей поверхности я замешиваю тесто еще минут 5 и покажу сейчас, как выглядит тесто правильной консистенции. Оно сейчас очень мягкое, может липнуть к рабочей поверхности, немножко липнуть к рукам, но это нормально. Тут вы можете слегка припылять рабочую поверхность. Опять же, слишком много муки мы не добавляем. Вот такое красивое тесто получилось. Посмотрите, какого оно карамельного красивого цвета. Именно такого цвета получатся уже готовые пряники. Оборачиваем тесто пищевой пленкой. Посмотрите, какое оно мягкое. Так и должно быть. И убираем в холодильник на ночь, либо на 10-15 часов. После этого с тестом уже можно будет работать и выпекать пряники. Это тесто уже полежало в холодильнике, и давайте посмотрим, как оно выглядит. Как видите, оно уже довольно твердое, его даже сложно будет раскатать. И если ваше тесто выглядит так, то вы все сделали правильно. Для удобства тесто мы режем на небольшие кусочки и раскатываем отдельно каждый кусочек. Так можно будет легко его раскатать и уже впоследствии вырезать печенье
либо прянички нужной формы. Слегка разминаю тесто руками для удобства и дальше уже раскатываю его скалкой. Раскатываем толщиной примерно 5 мм. Если вы раскатаете слишком тонко, то получатся пряники хрупкие и не такие вкусные, то есть они не будут мягкими и получатся более хрустящие. Для пряников я использую вот такие формочки, они на пружинке. В принципе, можете брать, конечно, любые, но вот эти формы на пружинке мне нравятся тем, что там уже есть узор, то есть не нужно ничего дополнительного рисовать. Нажимаем, и у вас уже готовая елочка с таким вот симпатичным узором. При желании можно покрасить такие прянички айсингом, но я чуть позже об этом расскажу. У меня много таких формочек, я использую как разъемные, вот такие с пружинкой, так и просто вырубки по контуру. Тут уже можете взять хоть стакан, хоть чашку любую и сделать круглые прянички. Наверное, это самый приятный процесс в приготовлении пряников. Этот процесс обожают все, и дети, и мужья, и все с огромным интересом любят вырезать печенье и пряники с помощью формочек, тем более с таким тестом. Оно получается действительно очень гладкое, удобное, и дети его тоже любят, потому что оно действительно не прилипает к рукам. Лишнее я сейчас убираю, снова скатываю в шар, и впоследствии я снова буду его раскатывать для будущих пряничков. Перекладываем на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем при температуре 180 градусов буквально 7 минут. Старайтесь не передержать пряники, чтобы они не были твердыми и хрустящими, но если вы специально не хотите получить такой результат. Прянички должны быть мягкие, и смотрите, чтобы по краям они не подгорали. То есть они должны быть вот такого красивого золотистого цвета. Также хочу вам показать, какие я использую формочки круглые. Вы можете взять любой стакан, либо вот такие круглые формы, сделать кружочек. И, в принципе, можно оставить пряник в таком виде, и он будет просто круглый. Либо же вы можете зубочисткой нарисовать любой узор. Либо, опять же, взять насадку с пружинкой и отсадить снеговичка или елочку, или любую другую фигурку на вот этот кругленький пряничек. И посмотрите, что в итоге у нас получилось. Круглый пряник с узором вот такого снеговичка. Как по мне, выглядит очень интересно. Опять же, дети обожают такое и спрашивают: мама, как можно было на кругленьком прянике сделать вот такую конфетку или снеговика. Но все это делать очень просто. И посмотрите, какая красота получилась. Запах просто невероятный. Прянички очень красивые, симпатичные. Посмотрите, как хорошо пропечатался узор. И опять же, как я говорила, вы можете приготовить любую глазурь для пряников и нарисовать все, что вам нравится. Посмотрите, какие они мягкие получились. И, не знаю, мне даже через экран передается эта рождественская атмосфера. Если вам нужна глазурь для пряников, то напишите мне об этом в комментариях, чтобы я знала, и я обязательно сниму для вас отдельный рецепт приготовления глазури, которой можно будет впоследствии покрыть любые пряники. Рождественские, пасхальные, абсолютно любые. Надеюсь, рецепт вам понравился. Пишите в комментариях, если нужна глазурь или просто хотите поделиться своим результатом. Мне будет очень приятно. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч! Всем пока!